Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом изумительного пирога с вишней и заварным кремом. На самом простом тесте, на сметане. Пирог получается фактически как торт. Он очень вкусный и красивый. Рекомендую его приготовить и попробовать. В этом пироге великолепное сочетание песочного теста, заварного крема и такой очень вкусной и нежной вишневой начинки. Для приготовления заварного крема мне понадобится в сотейник вливаю молоко, доведу его почти до кипения. В миску всыпаю сахар, соль и крахмал. Хорошо перемешиваю. Добавляю яйцо. Перемешиваю все до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело, оно хорошо прогрелось. Часть молока вливаю в яичную смесь и все время помешиваю. Перемешиваем интенсивно. Оставшуюся часть молока возвращаю на плиту и вливаю в него получившуюся смесь. И теперь варим заварной крем до того момента, когда он загустеет и закипит. При этом все время помешиваем, чтобы крем не пригорел. Масса довольно быстро начинает густеть. Посмотрите, появились пузыри. Крем закипел. Провариваю его еще буквально несколько секунд, интенсивно перемешивая, и снимаю с плиты. Продолжаю перемешивать, так как кастрюля еще горячая. Добавляю сливочное масло. Добавляю экстракт ванили, и очень вкусный заварной ванильный крем у меня уже готов. Посмотрите, какой он получился шелковистый, очень гладкий, без единого комочка. Закрываю крем пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю крем до полного остывания. Для приготовления начинки мне понадобится. Для рецепта можно использовать как свежую, так и замороженную вишню. Я использую замороженную, перекладываю ее в сотейник. Лучше всего использовать сотейник с толстым дном. Всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу в зависимости от того, какая вишня. И добавляю кукурузный крахмал. Если нет кукурузного крахмала, конечно, можно использовать и картофельный. Хорошо все перемешиваю и включаю плиту. Довожу массу до кипения. Я использую вишню без косточек. Стараюсь лопаткой перемешивать все аккуратно, чтобы вишня не примялась и оставалась целой. По мере прогревания она дает много сока. Когда масса закипела, при постоянном помешивании провариваю ее еще примерно 5-7 минут до загустения. Огонь можно сделать тише. Посмотрите, масса уже фактически хорошо загустела. Я ее провариваю в течение примерно 5 минут. И сейчас плиту я выключаю. Начинку переливаю в миску и оставляю до полного остывания. Чтобы сверху на начинке не образовывалась корочка, я закрываю ее пленкой прямо в контакт. Для приготовления теста мне понадобится в миску просеиваю муку, но не всю. Часть муки оставлю. Буду добавлять ее постепенно, так как в зависимости от того, какую вы используете сметану, муки может понадобиться чуть больше или меньше. Также просеиваю разрыхлитель для теста. В сметану добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать также и ванильный сахар. Добавляю соль и сахар. Немного перемешаю. В муку на крупной терке натру сливочное масло. Натираю и перемешиваю с мукой. Хорошо все перетираю с мукой до получения такой однородной крошки. Делаю углубление и добавляю сметану с сахаром и солью. И начинаю замешивать тесто. По мере необходимости добавляем муку.
Сейчас я добавила всю оставшуюся муку и быстро домешиваю тесто. Его не надо долго месить, чтобы оно не затянулось и было нежным и очень вкусным. Просто хорошо все соединяю. В итоге должно получиться вот такое очень нежное и мягкое тесто. Подкатываю его в шар, накрываю сверху пленкой и отправляю в холодильник минут на 20-30. Выпекать мой пирог я буду в разъемной форме, диаметр 24 см. Выстелила дно пергаментной бумагой. Отделю от теста примерно 1/4 часть для украшения верха пирога. Эту часть теста отправлю обратно в холодильник. Рабочую поверхность подпыляю мукой, выкладываю тесто и раскатываю его в большую круглую лепешку диаметром больше, чем моя форма, для того, чтобы сделать бортики. Я раскатала лепешку диаметром примерно 30 см. Подпыляю мукой и накручиваю тесто на скалку. Переношу на форму, подправляю, делаю бортики. Там, где тесто лишнее, можно немного обрезать, а где надо, добавить. Тесто очень податливое и с ним легко работать. У меня получилась вот такая корзинка из теста. Теперь дно я накалываю вилкой, чтобы тесто слишком сильно не вздувалось. Заварной крем у меня уже остыл. Выкладываю его сверху на тесто. Можно его немного перемешать. Распределяю ровным слоем. И теперь сверху выкладываю вишневую начинку. Она тоже уже просто теплая, не горячая. Стараемся выкладывать аккуратно, чтобы не смешались слои заварного теста и начинки. Этот пирог получается такой нарядный, просто как торт, и очень вкусный. Бортики пирога можно слегка опустить, чтобы они были чуть выше начинки. И теперь из оставшегося кусочка теста я делаю украшения. Раскатываю тесто в пласт. Украшения вы можете делать любые, по своему вкусу. Я фигурным ножом вырезаю полосочки из теста. Выкладываю их сверху на пирог. Остатки теста собираю, снова раскатаю и фигурными выемками вырезаю цветочки. Также у меня здесь есть сердечки. Здесь полный полет фантазии. Украшайте пирог так, как вам нравится. Можно просто сделать полосочки из теста. Чтобы тесто сверху красиво подрумянилось, смажу его желтком с молоком. И сейчас я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирог я достала из духовки. Вот такая невероятная красота получилась. И сейчас пирогу надо дать время полностью остыть прямо в форме. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!